Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии снова заговорили о Конраде Аденауэре. Политики и эксперты обсуждают не историю, а то, почему сегодня Германии не хватает лидеров его масштаба, то есть тех, кто способен принимать жесткие долгосрочные решения. А в Балтийском море у берегов Латвии поврежден подводный кабель связи. Это уже второй такой случай за последнее время в регионе. Идет расследование, службы проверяют судно, которое находилось рядом с местом повреждения. Еще одна важная тема – это экономика. Сегодня Китай готовит масштабный промышленный рывок. Экономисты предупреждают о тревожном сигнале, что уже с 2026 года немецкие компании могут начать терять рынки и рабочие места. И напоследок неутешительный прогноз для бюджета Германии. Эксперты считают, что государственный долг может вырасти до уровня всей экономики страны. Это означает, что у правительства Фридриха Мерца станет меньше возможностей для маневра. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня в Германии вновь обсуждают политическое наследие первого канцлера страны после войны Конрада Аденауэра. И многие эксперты уже говорят, что именно такие лидеры нужны Германии сейчас. Напомню, Конрад Аденауэр возглавлял Федеративную Республику с 1949 по 1963 год и сыграл ключевую роль в восстановлении страны после Второй мировой войны. Он построил демократические институты, обеспечил экономическое чудо и укрепил союз с западными странами. Благодаря Аденауэру Германия стала членом Европейского союза и НАТО, что навсегда изменило ее место в мире. Историки отмечают, что Аденауэр умел находить тот баланс между разными политическими силами и вести переговоры на международной арене, часто принимая непопулярные, но необходимые решения. Он стоял за соглашениями, которые обеспечили немецким гражданам социальную стабильность и укрепили правовое государство. Сегодня многие политологи сравнивают эпоху Аденауэра с текущей ситуацией. Германия сталкивается с вызовами экономическими, внешнеполитическими и социальными, и, по их мнению, Германии нужны лидеры с таким же стратегическим видением и способностью объединять общество. Следующая новость вызывает серьезное внимание во многих странах Европы. В Балтийском море у берегов Латвии снова произошло повреждение подводного кабеля связи. В районе города Лиепая был обнаружен серьезный разрыв в оптоволоконном кабеле частной компании, которая проходит на дне моря. По данным властей, это случилось 2 января в территориальных водах Латвии. Латвийские правоохранители подозревают, что к повреждению причастно судно, проходившее в этом районе. Специалисты службы и полиции поднялись на борт подозрительного корабля, который сейчас стоит в порту Лиепаи, и допрашивают его экипаж. Судно и команда в настоящее время не задержаны, но активно сотрудничают с расследованием. По данным полиции и морской разведки, судно ранее шло над участком с другим неиспользованным кабелем, а затем изменило курс и оказалось над тем самым участком, где позже был зафиксирован ущерб. Было возбуждено уголовное дело по факту повреждения коммуникационного кабеля. Это уже, напомню, второй подобный случай за короткий период в Балтийском районе. На прошлой неделе аналогичный кабель был также поврежден между Эстонией и Финляндией. И там финские власти задержали судно с запущенной якорной цепью, подозревая, что именно это привело к повреждению линии. Латвийские власти подчеркивают, что на данный момент пользователи связи не испытывают перебои, но такие инциденты вызывают серьезную беспокойность по поводу безопасности критически важной инфраструктуры во всем регионе. Следующая новость вызывает обеспокоенность у Евросоюза. Экономисты отмечают, что десятилетний план развития экономики Китая, принятый в Пекине, может создать заметные сложности для Германии уже в 2026 году. По оценкам экспертов, в основе плана лежит активная поддержка китайских производителей и экспорта, особенно в области передовых технологий, электроники и транспорта. Согласно международным прогнозам, к 2026 году промышленное производство Китая вырастет настолько, что конкуренция во многих отраслях станет самой острой за последние десятилетия. Для немецких компаний это уже оборачивается реальными потерями. Аналитики из экономического института подсчитали, что только в прошлом году немецкий экспорт в высокотехнологичных сегментах мог снизиться на сумму, сопоставимую с несколькими десятками миллиардов евро из-за удешевления китайской продукции и активного завоевания рынка в Азии и Африке. Особенно пострадали отрасли машиностроения, химии и электроники. Там конкуренция со стороны более доступного и быстро обновляющегося китайского производства ослабляет позиции немецких предприятий, чьи товары традиционно считались более качественными
но сегодня оказывается заметно дороже для зарубежных покупателей. Эксперты также говорят о том, что Китай активно инвестирует в инфраструктуру и логистику, что снижает издержки производителей и делает китайскую продукцию более конкурентоспособной на международных рынках. Федеральное правительство Германии уже отреагировало на эти вызовы. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия должна сосредоточиться на ускорении цифровизации и поддержки инноваций, чтобы противостоять давлению со стороны азиатских производителей. Он подчеркнул, что без модернизации экономики немецкие компании рискуют терять рабочие места и рынки сбыта. Со своей стороны, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского Союза к координации экономической политики и усилению поддержки стратегических отраслей. По ее словам, ЕС должен не только защищать внутренний рынок, но и инвестировать в собственные технологии, чтобы не отставать от глобальных конкурентов. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В расследовании крупного ограбления отделения одной из сберегательных касс в городе Гельсинкирхен полиция обнаружила важную улику – номерные знаки автомобиля, которые предположительно использовались для ухода с места происшествия. Инцидент произошел, напомню, ночью. Злоумышленники взломали филиал сберегательной кассы «Шпаркасса» и скрылись с места преступления на автомобиле. В ходе осмотра места преступления специалисты обнаружили номерные знаки от возможного этого автомобиля. Сейчас эти номера переданы в базу данных полиции, и правоохранители проверяют, кому именно они выдавались, чтобы выйти на след подозреваемых. По предварительным данным, этот автомобиль может иметь прямую связь с группой из нескольких человек, причастных к ограблению. Следователи уже начали проверку всех имеющихся записей с уличных камер, которые могли зафиксировать машину до и после преступления. Полиция Гельсинкирхена еще раз обращается к гражданам с просьбой сообщать любую информацию о подозрительных транспортных средствах в ночь взлома. Правоохранители считают, что найденные номерные знаки – это важный след, который может помочь установить обстоятельства происшедшего и продвинуть расследование. И еще напоследок новость. Немецкий экономический институт предупреждает о серьезных финансовых рисках для бюджета страны. По его прогнозам, к 2050 году государственный долг Германии может вырасти, внимание, до уровня, равного всей экономике страны, то есть до 100% валового внутреннего продукта. Это означает, что суммы долгов будут сопоставимы с тем, сколько Германия производит за год. Эксперты института отмечают, что после пандемии и из-за кризиса в последние годы государственные расходы значительно выросли, а дефицит бюджета остался высоким. Если тренд сохранится, то к середине века доля государственных обязательств в экономике будет превышать безопасные уровни, что создаст дополнительное давление на будущее поколение. Для Германии рост долговой нагрузки – это не просто цифры. Более высокая долговая квота означает, что государству придется тратить больше на обслуживание долгов, то есть на выплату процентов. И это уменьшает ресурсы на школы, дороги, здравоохранение, да и другие госуслуги. Экономисты также подчеркивают, что ключевые факторы, которые ускоряют рост долга, это старение населения, рост расходов на социальные программы и высокая стоимость кредитов. Именно вот эти тренды, по оценкам института, могут привести к долговой нагрузке, которую Германия не видела с времен мирового финансового кризиса. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что страна приближается к сложному финансовому этапу. По его словам, если рост госдолга не остановится, правительство просто-напросто не останется пространства для маневра, то есть ни для снижения налогов, ни для инвестиций, ни для поддержки экономики в кризис. Мерц дал понять, что дальнейшее откладывание решений ограничивает возможность бюджета и в будущем может потребовать более серьезных финансовых шагов. А в Брюсселе обеспокоены не меньше, чем Мерц. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо заявляет, что рост долгов в Германии – это угроза не только для Берлина, но и для всего Евросоюза. Германия сегодня остается, напомню, крупнейшей экономикой ЕС, и рост ее долговой нагрузки может отразиться на евро, инвестиционном климате и бюджетах других стран. Урсула фон дер Ляйен отмечает, что без координации действий финансовая стабильность Европы может потребовать дополнительного внимания в ближайшие десятилетия. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.